Подумайте, как космические технологии могут повлиять на наш повседневный обеденный стол. Представьте себе, что спутниковые данные и исследования NASA уже несколько лет помогают улучшать методы устойчивого земледелия, работая в партнерстве с организациями, такими как ФАО и консорциум по продовольственной безопасности NASA Harvest. Эти коллаборации позволяют аграриям лучше справляться с вызовами времени, нехваткой ресурсов и изменением климата. Способности НАСА в мониторинге Земли из космоса дают фермерам уникальные инструменты для понимания состояния своих полей, а технологии, разработанные для выращивания пищи в космосе, применяются и на Земле. Консорциум NASA Harvest способствует развитию методов, чтобы мы могли лучше справляться с климатическими изменениями и природными катаклизмами. Спутники и экспериментальные системы контроля окружающей среды уже сегодня дают свои плоды на фермах. Например, свадебный танец спутниковых снимков и современных гидропонических решений позволяет выращивать урожай даже в, казалось бы, неподходящих условиях. Это не выдумки, а реальная передовая наука, которая уже применяется, принося ощутимые результаты. Что нас ждет далее? Это не просто эксперименты ради интереса. Это последовательное развитие технологий, выводящих земледелие на новый уровень адаптации и устойчивости. И самое интересное, мы только на пороге еще более революционных открытий, которые без сомнения приведут к трансформации сельского хозяйства и нашего будущего. Представьте, как технологии, изначально задуманные для межпланетных исследований, сегодня активно помогают нам на Земле. С самого начала своей истории НАСА работала над программами, которые параллельно с исследованием Луны и Марса изучали нашу планету. Одним из таких значительных достижений стало внедрение спутникового дистанционного зондирования Земли. Эти специализированные спутники, разрабатывавшиеся одновременно с космическими программами, с самого начала помогали разобраться в тайнах Земли. Например, развитые для межпланетных миссий спектрометры, которые изначально предполагали использовать для выявления составов атмосфер других планет, сегодня применяются для мониторинга утечек метана на Земле. Это не просто научный интерес, это реальная помощь в уменьшении экологических проблем. Благодаря плодотворному сотрудничеству между космической и аграрной отраслями фермеры получили возможность в реальном времени отслеживать состояние своих полей, оценивать влагу в почвах, управлять водными ресурсами и предотвращать болезни растений. Особое значение это имеет для стран Северной Америки и Африки, где данные спутникового мониторинга уже несколько лет активно применяются для повышения эффективности сельского хозяйства. С этими мощными инструментами, которые НАСА разрабатывала с учетом как космических, так и земных нужд, технологии, казалось бы, направленные ввысь, стали надежной опорой на Земле. Следующий этап в этом волнительном пути – это начало реальных экспериментов, которые вдохновят на дальнейшие шаги к уходящим в будущее разработкам. В начале своей работы над сельскохозяйственными методами НАСА взялось за создание систем, которые могли обеспечить астронавтов свежими продуктами в условиях космоса. Эти попытки привели к программе, известной как CLSS. Замкнутые экологические системы жизнеобеспечения. Системы, такие как знаменитая Veggie на МКС, показали на практике, как гидропоника позволяет выращивать зелень без почвы и с минимальным использованием воды. Гидропоника стала первым крупным направлением исследований НАСА, поскольку она идеально подходила не только для космических миссий, но и для засушливых регионов Земли. Благодаря этому методу ученые открыли новый мир возможностей, позволяя увеличить урожайность и снизить потребление ценных ресурсов. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с биологами и аграриями, которые помогли адаптировать эти наработки для применения на Земле. Эти пилотные инициативы были не просто удачными экспериментами, а важным шагом в технологическом прогрессе сельского хозяйства. НАСА продемонстрировала, как передовые космические технологии могут иметь огромное воздействие на решение земных проблем. Невероятное междисциплинарное сотрудничество позволило глубоко понять биологические процессы и обеспечить технологическую поддержку этим открытиям. Тем не менее, несмотря на огромный потенциал, многие из этих разработок были лишь прототипами и требовали дальнейшего усовершенствования. Но настоящая магия заключается в том, что именно эти первые шаги вдохновили множество коммерческих и исследовательских проектов, инициировавших долгожданные изменения в земледелии. И все это лишь начало пути к новым открытиям, способным еще более переломить наше представление о сельском хозяйстве в будущем. В мире, где космические технологии становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, программы NASA Earth Observing System демонстрируют свой существенный вклад в сельское хозяйство. Эти спутники наблюдения за Землей помогают аграриям предсказывать природные катаклизмы, такие как засухи и наводнения. Это дает возможность фермерам заранее спланировать посадки, минимизируя потери и повышая урожайность. Автоматизированные системы управления климатом в теплицах, вдохновленные технологиями жизнеобеспечения на космических станциях, являются одним из примеров внедрения
внедрения. Эти системы разрабатываются как НАСА, так и другими учреждениями, включая российские университеты, демонстрируя совместное глобальное стремление к устойчивому сельскому хозяйству. Управление микроклиматом в теплицах позволяет повысить урожайность и расширить ассортимент выращиваемых культур, создавая условия для развития земледелия в любых климатических зонах. Технологии почвенного анализа также были вдохновлены космическими приборами. Характеристики датчиков, использовавшихся в исследовательских миссиях на других планетах, стимулировали создание инструментов, способных аккуратно оценивать составы почвы на Земле. Такие датчики помогают оптимизировать использование удобрений и сократить экологический ущерб. Поскольку эти передовые технологии продолжают развиваться, важно понимать, что их адаптация требует уникальных решений, созданных с учетом земных потребностей. Знания, добытые благодаря космической науке, дают мощный импульс аграрным инновациям, помогая нам сделать сельское хозяйство более устойчивым и эффективным. Эти достижения космической инженерии превращаются в единую систему прогрессивных решений, которые обещают изменить будущее земледелия на долгие годы вперед. За кулисами внедрения космических технологий в сельское хозяйство стоят не только отдельные ученые, но и целые команды, объединившие усилия для достижения грандиозных целей. Одним из таких примеров является работа НАСА в партнерстве с университетами и компаниями, такими как Crop One Holdings и команда исследователей из Университета Юты и Калифорнии. Эти коллективы развивают проекты, стремящиеся обеспечить продовольственную безопасность в условиях стремительного роста населения. Среди имен, оставивших яркий след в этом проекте, можно выделить настоящих лидеров, таких как Билл Нотт и Том Дрешель. Они руководили исследованиями по разработке и применению вертикальных ферм и систем контроля микроклимата. Вместе с другими командами ученых они создавали замкнутые экологические системы на Земле, основанные на принципах, используемых в условиях микрогравитации. Особое внимание уделяется технологии создания цифрового двойника в сельском хозяйстве. Этой методикой НАСА позволяет аграриям с помощью спутниковых данных точно оценивать состояние посевов. Это дает возможность точно прогнозировать урожай и следить за здоровьем растений, что становится незаменимым инструментом в современных технологиях управления фермами. Разработка систем гидропоники, питательных пленок и закрытых экосистем играет ключевую роль в обеспечении устойчивости сельскохозяйственных процессов. Вместе с технологиями цифрового мониторинга эти решения открывают новые горизонты для эффективного использования ресурсов. Масштабные коллективные исследования и разработки продолжают вносить неоценимый вклад в нашу общую продовольственную безопасность. А пока что остается узнать, каким образом эти усилия объединяются для достижения практических результатов на Земле. Ведь именно они могут значительно перевернуть наши отношения к агротехнологиям и обеспечить стабильное будущее для всего мира. Инновации и технологии, вдохновленные космическими экспериментами НАСА, действительно принесли революцию в земное сельское хозяйство. Основное внимание здесь уделяется концепции замкнутых систем выращивания растений, ориентированных на создание оптимизированных условий для роста. Основой для таких решений стали эксперименты по выращиванию растений в космосе, которые требуется точная мониторинговая система для контроля микроклимата. Эти умные системы управления микроклиматом сейчас развиваются и другими научными центрами и коммерческими компаниями и стали основой для современных вертикальных ферм и искусственно контролируемых сред. Они автоматически регулируют температуру, влажность и освещение, обеспечивая необходимые условия для различных культур. Это не только повышает урожайность, но и снижает потребление воды и других ресурсов, что значительно увеличивает эффективность земледелия. На практике технологии рециклинга воздуха и переработки органических отходов, разработанные для замкнутых космических систем, уже частично применяются на Земле. Хотя их использование в ежедневной коммерции еще ограничено, потенциал огромен и разработки продолжаются. Что касается фотосинтеза, значительных изменений в его самом методе не произошло. Но параметры для повышения эффектности фотосинтеза действительно были усовершенствованы. НАСА исследует, как улучшенные условия микроклимата способны повлиять на фотосинтетическую активность, что делает такое земледелие еще более продуктивным. Эти инновации представляют собой интеграцию природных экосистем и технологических решений. Именно такое сочетание позволяет создать более устойчивые и продуктивные системы земледелия, что особенно важно в свете будущих вызовов, связанных с ростом населения и изменением климата. А впереди еще больше удивительных открытий, которые изменят наше представление о том, как можно выращивать продукты питания для каждого человека на планете. Применение космических технологий в сельском хозяйстве уже доказало свою эффективность, и сегодня они используются по всему миру.
Спутники, такие как Sentinel и Landsat, вместе с коммерческими решениями помогают аграриям по всей планете. С их помощью можно комплексно наблюдать за состоянием почвы и растительности, особенно в засушливых регионах, где острее всего стоит вопрос эффективного использования водных ресурсов. Спутниковые снимки и анализ данных позволяют оптимально планировать орошение, что экономит воду и увеличивает урожай. Вдохновленные космическими программами, вертикальные фермы и замкнутые системы жизнеобеспечения начинают свою работу в суровых климатических условиях. Такие технологии помогают в Канаде и Норвегии, где круглогодичное выращивание невозможно ввиду низких температур и сурового климата. Эти решения создаются коммерческими и исследовательскими проектами, а влияние космоса проявляется в адаптации технологий и подходов. На юго-востоке Азии и в других регионах, где природные катаклизмы неминуемы, автоматизация теплиц и управление микроклиматом становятся спасением. Основанные на датчиках и современных системах, такие комплексы позволяют стабилизировать урожай и защищать его от погодных рисков. Это пример взаимодействия спутникового мониторинга и современных технологий контроля и управления. Глядя на успешные примеры, заметно, что космос и земледелие идут рука об руку, образуя синергию, которая обещает открыть новые горизонты. С развитием спутниковых технологий, искусственного интеллекта, мониторинга и автоматизации аграрная отрасль переживает настоящую революцию. И хотя мы находимся в начале этого пути, уже видим, как наша связь с космосом прокладывает дорогу к светлому аграрному будущему. На волнах современных инноваций НАСА, партнерствуя с различными международными организациями, создает передовые технологии, которые действительно вдохновляют. Несомненно, данные дистанционного зондирования Земли, использующие спутниковые системы, вносят огромный вклад в глобальную продовольственную безопасность, особенно в странах с развивающимся сельским хозяйством. Эти технологии помогают оценивать состояние посевов в реальном времени и предсказывать неблагоприятные климатические условия. На Дальнем Востоке Австралии в сотрудничестве с местными учреждениями космические данные применяются для улучшения агромониторинга. С их помощью фермеры могут лучше планировать управление водными ресурсами. Хотя подобные технологии еще находятся на этапе активного испытания, они демонстрируют значительный потенциал в улучшении урожайности в засушливых регионах. В Калифорнии аграрии активно используют спутниковые технологии для управления ограниченными водными ресурсами, что особенно актуально в условиях непрерывных засух. Пилотные проекты НАСА, такие как создание цифровых двойников сельскохозяйственных угодий, помогают в оптимизации сельхозпроизводства и дают надежду на дальновидные успехи. Нанося удивительные перспективы на глобальную карту, в ряде стран Африки и Восточной Европы международные инициативы применяют спутниковые данные в сельском хозяйстве. Эти проекты зачастую являются междисциплинарными, объединяя НАСА, Агентство Организации Объединенных Наций и другие научные сообщества, что позволяет усовершенствовать продуктивность аграрного сектора. Такой подход демонстрирует, что взаимопроникновение космических и земных технологий, хоть и в исследовательской стадии, открывает возможности для устойчивого будущего. Технологии НАСА действительно обещают привести к аграрной революции. И хотя это только начало долгого пути, потенциал для достижения прорывных изменений в методах ведения сельского хозяйства уже очевиден. Мы с нетерпением ожидаем, как данные и системы мониторинга смогут в будущем привести к новой эре продуктивности в аграрных сферах. Фермеры по всему миру испытывают значительный всплеск эффективности благодаря космическим технологиям. Спутниковый мониторинг, например, предоставляет данные о вегетации и состоянии почв, которые в сочетании с ИИ моделями и наземными измерениями помогают точно определять влагосодержание и дефицит питательных веществ. Системы Sentinel и Landsat, разработанные в сотрудничестве с НАСА и Европейской комиссией, существенно повысили эффективность таких методов. Они помогают аграриям оптимизировать процесс орошения и внесения удобрений, экономя ресурсы. Что еще удивительно, так это как точечное внесение удобрений стало проще благодаря переменным нормам VRA, которые вычисляются с помощью спутниковых снимков. Это позволяет фермерам действовать более точно и ответственно, снижая как затраты, так и экологическое влияние. Космические технологии обмена данными интегрированы в новые агротехнические разработки, поддерживая эволюцию сельского хозяйства. Автоматизированные теплицы — вот еще один пример использования таких инноваций. Хотя конкретные системы управления разрабатываются агротехническими компаниями, они опираются на данные НАСА и другие источники для комплексного подхода к климатическому мониторингу. Этот подход позволяет значительно увеличить количество циклов урожая в течение года, предлагая фермерам новые пути к рентабельности. Вертикальные фермы с применением гидропоники и LED-освещения в условиях ограниченного пространства также извлекли пользу из космических аналитических
аналитических систем, что уже заметно в городских зонах. Хотя эти технологии не связаны напрямую с космосом, их развитие вдохновлено устойчивостью и автономностью, свойственными космическим миссиям. Кроме того, спутниковые данные помогают выявлять распространение вредителей и болезней растений, предотвращая потери урожая до 30%. Это показывает, насколько полезны технологии, изначально направленные в космос, оказываются для развития земледелия на Земле. Следующая стадия — это не просто облегчение текущих трудностей для фермеров, но и активное сотрудничество между странами, такими как США, Израиль и Евросоюз, для усиления продовольственной безопасности во всем мире. Космические технологии перестают быть просто продвинутыми инструментами и превращаются в мощное средство защиты от глобальных вызовов. Загляните в будущее, где космические технологии активно сохраняют нашу планету, даже если речь идет о простой картофелине в вашем обеденном меню. Спутниковое дистанционное зондирование уже сейчас активно используется, чтобы оптимизировать использование воды и удобрений, тем самым сокращая загрязнение водоемов и сбалансированно управляя земельными ресурсами. Такое наблюдение позволяет прогнозировать и эффективно распределять ресурсы, что поддерживается также ООН и Всемирной метеорологической организацией. Хотя космические технологии не восстанавливают истощенные почвы напрямую, они предоставляют жизненно важные данные для оптимизации землепользования и предотвращения деградации экосистем. Это дает основу для более устойчивых агрономических практик, которые могут значительно влиять на биоразнообразие, в команде с природоохранными мерами и агротехникой. Управление микроклиматом в теплицах и вертикальных фермах заимствовано из космических разработок жизнеобеспечения. Такие системы используют энергоэффективные подходы, что позволяет снизить углеродный след за счет уменьшенного расхода энергии и ресурсов. Хотя они не уменьшают выбросы напрямую, их эффективность ведет к существенным косвенным сокращениям. Применение возобновляемых источников и точного земледелия, основанное на данных из космоса, открывает возможность создания замкнутых экосистем, стабильно работающих в условиях городской среды или сурового климата. Благодаря этому сельское хозяйство вносит меньший вклад в изменение климата, становясь более устойчивым. Эти достижения показывают, насколько мощным катализатором могут стать космические технологии для грядущей аграрной революции. С их помощью мы стремительно приближаемся к гармонии между производством и природой, где эффективность и сознательное отношение становятся основой устойчивого планирования использования пищевых и природных ресурсов. Внедрение космических технологий в сельское хозяйство открыло дверь к революции, но встречает немалые трудности. Один из самых известных барьеров – это необходимость инвестирования, что может отпугнуть мелких фермеров. Однако, вопреки ожиданиям, доступ к качественным данным не всегда требует значительных затрат. Спутниковые снимки с разрешением от 10 до 30 метров зачастую предоставляются бесплатно, что дает фермерам возможность использовать передовые данные без дополнительных расходов. Тем не менее, интеграция таких технологий требует не только устройств, но и навыков. Анализ данных спутников, их обработка и использование ИИ-инструментов для диагностики полей требуют времени и обучения. Здесь без повышения цифровой грамотности не обойтись. Фермерам предстоит освоить современные IT-технологии, связанные с веб-сервисами и анализом данных. Инфраструктурные ограничения остаются еще одним вызовом. Не все регионы имеют доступ к стабильному интернет-соединению, что критично для работы с высокотехнологичными системами. В то же время низкоорбитальные спутниковые системы, такие как VSAT, помогают закрыть этот пробел, постепенно улучшая ситуацию в удаленных районах. Культурный аспект также не отходит на задний план. Традиционные методы, прочно укоренившиеся в сельских сообществах, порой мешают внедрению новых технологий. Переход требует не только технической готовности, но и смелости фермеров, чтобы изменять многовековые подходы. Важными остаются и поддержка со стороны государственных и международных инициатив, таких как программы, направленные на снижение экономического разрыва, помощь малым предприятиям и разработку нормативной базы. Этот комплексный подход в сочетании с доступностью технологий подсказывает, что возможные барьеры можно преодолеть. И это лишь шаг к тому будущему, где аграрная отрасль сможет полностью раскрыть потенциал космических разработок и обеспечить продовольственную стабильность. На пороге новой аграрной эры реальность становится еще захватывающим. Современные спутниковые технологии, впитавшие в себя мощь искусственного интеллекта и машинного обучения, уже обеспечивают невероятную точность и оперативность мониторинга полей. Эти инновации позволяют буквально в реальном времени отслеживать состояние посевов, прогнозировать урожайность и даже управлять ирригацией, минимизируя затраты на труд и ресурсы. Однако это лишь начало. Интегрированные системы на основе спутников делают гораздо больше. Они не только прогнозируют, но и активно контролируют земледельческие процессы от управления поливом до эксплуатации автоматизированных ферм. Такая симбиоз технологий преобразует сельское хозяйство, снижая затраты и повышая его устойчивость.
Что касается биоразнообразия, то оно косвенно получает выгоду от таких инноваций. Точная оценка состояния почвы и растений помогает операторам принять обоснованные решения, снижающие риски, но надо помнить, задача управления биоразнообразием сложная и требует также агротехнических решений. В городах влияние космоса на земледелие лишь начинается. Концепция умного земледелия, включающая интернет вещей, роботов и искусственный интеллект, уже обретает форму. Хотя внедрение спутниковых технологий здесь находится на начальных этапах, их потенциал громаден и подтвержден стремительным развитием агротехнологий. Эти достижения не просто методы наблюдения, а целые технологические экосистемы управления агропроизводствами в реальном времени. Современные космические программы, будь то Европейское космическое агентство, НАСА или частные стартапы, объединяют усилия в создании инструмента для проектирования аграрного будущего. Благодаря международному сотрудничеству и общему движению вперед космические технологии становятся надежной опорой, способной проложить путь к устойчивому и продуктивному сельскому хозяйству будущего. Это увлекательное путешествие только начиналось, и его возможности обещают быть неизмеримыми.